Почему мужчина хочет еще кого-то, если у него есть женщина? 100% эта тема должна быть просмотрена и выслушана всеми женщинами Земли. Потому что мы будем говорить с вами о том, каким образом вообще формируется желание мужчины свалить в сторону. Поговорим о некоторых мифах. Поговорим сейчас о полигамности. Обязательно досмотрите видео до конца. И начну я, конечно же, с полигамности. Вот ходят такие слухи, распространяемые неуверенными в себе мужчинами и женщинами с низкой самооценкой, о том, что мужики полигамны, и о том, что они должны спать с разными женщинами и делать это как можно чаще. Ну, как бы вот такие. Естественно, закомплексованные мужчины с удовольствием придерживаются этой теории. Они считают, что их желание засунуть свой член в разных женщин много-много раз говорит о том, что мега-супер крутой мэн. Это по факту на самом деле это не так. Если копнуть этого мужика поглубже, там наберется немало проблем, которые расскажут совершенно о другом. Там будут и проблемы с самооценкой, и с уверенностью, и проблемы с сексуальным либидо, и с психикой в том числе. Есть категория женщин с уничтоженной самооценкой, которые лояльно относятся к так называемой мужской полигамности. Я даже знаю некоторых известных женщин, которые утверждают, что вот если мой мужчина мне скажет, что он сегодня будет ночевать в другом месте, там с другой женщиной, как бы нормально. Вы же представляете? И они это называют свободными отношениями, где они не препятствуют друг другу получать удовольствие. А если мужчина сказал, я хочу пойти там совершить какое-то преступление, это мне приносит удовольствие, она тоже промолчала. Я вам скажу, почему эти женщины молчат. Они настолько в себе не уверены, они настолько уничтожены как личности. Они, вот знаете, не женщины, а бабы. Бабы. Они прокачали в себе какие-то извилины, так слабо соединяющиеся нейронами. Они могут быть успешными в чем-либо, там, в бизнесе, в политике, еще где-то. Но абсолютно бездарными женщинами на уровне отношений с мужчиной. Ей проще посмотреть на эту ситуацию как на норму, нежели посмотреть на нее действительно глазами женщины. А если она посмотрит на нее глазами женщины, она с ума сойдет от боли. И чтобы этой боли не чувствовать, она защищается вот этим состоянием. Типа, мне все равно, главное, что он домой вернется. И что предупредил, что его не будет. Идиотки. Первая причина, почему мужчина может шляться при наличии женщины. Давайте будем говорить о расшатанной сексуальной конституции, о проблемах с самооценкой, о том, что мужчина за счет огромного количества женщин, за счет соблазнения женщин, похода к женщинам, пытается обрести некую уверенность в себе. О чем это говорит? Вот смотрите, когда мужчины и женщины встречаются и начинают строить отношения, мы в любом случае, как бы мы ни хотели это скрыть, немножко бравируем друг перед другом. Мужчина показывает себя с лучшей стороны, женщина показывает себя с лучшей стороны. Давайте будем говорить о мужчинах. Вы видели когда-нибудь мужика, который, знакомясь с женщиной, говорил ей, да я вообще такой лох, слушай, на самом деле. Никакой я, короче. Так, обычно лежу, не языком, а лежу на диване, вот, ничего не делаю так. Переписываюсь на сайтах знакомств, пишу девчонкам, что как бы я там бизнесмен, крутой, там у меня масса целей, вот крипту изучаю сейчас. Вы слышали такое? Нет. Каждый мужчина пытается в глазах женщины быть ярким, вызвать у нее эффект «Вау, ты такой классный». Почему? Потому что это генетическая потребность мужчины. Быть там и с той, кто им восхищается. То есть та женщина с той женщиной, которая еще не знает его истинной натуры, мужчине быть мужчиной гораздо проще. Но со своей-то он уже выбрал из себя все, что можно, и она из него выбрала. Она уже заглядывает в глубину его личности, понимая, что там нет ничего, что вызывает эффект «Вау». И для того, чтобы с этим эффектом «Вау» сталкиваться, он начинает бегать от одной женщины к другой, соблазняя их, думая, что таким образом он приведет в порядок свою самооценку. А самое интересное, что ничего не поправляется. Самооценка какой была, такой и осталась. А проблема в том, что эти мужчины, они просто не понимают, что к этому эффекту «Вау» можно прийти только через достижения. Вот если бы мужчина приносил свои достижения и показывал женщине, эффект «Вау» был бы обеспечен.
Вторая причина. Отсутствие объединяющего фактора в отношениях с женщиной. Отношения мужчины и женщины – это же не только секс. И секс – это не все стопроцентные отношения, это часть отношений, малая часть. Кроме сексуальной близости есть еще огромный плацдарм, на котором можно развернуть действие. Причем мужчина и женщина могут сопересекаться друг с другом в абсолютно разных сферах. Через ценности, интересы, увлечения, через разговоры, через спорт, через быт, через общение с детьми. Вы же представляете, да? И если, например, отношения были построены только на сексуальном фундаменте, но рано или поздно сексуальная энергия и страсть утихают после влюбленности. И их нужно чем-то подкреплять. А чем их подкрепить, если объединяющего фактора в отношениях нет? Мужчина и женщина начинают думать: так, а как бы нам вернуть страсть в отношения? Как бы сделать так, чтобы все было как раньше? Как раньше не получится. Нужно делать совершенно по-новому. И когда мужчина сталкивается с подобным, он действительно может свернуть налево, потому что ему начинает казаться, что он разочарован в женщине. Ему начинает казаться, что он ошибся с выбором. Ему начинает казаться, что ему нужна другая женщина, что с другой у него будет все гораздо лучше. Но я вас уверяю, у меня был один клиент, который приходил ко мне и говорил: Марк, у меня женщин было очень много, сотни, несколько сотен, по 1000, там нереальное количество. И он мне говорит: вот у меня появляется женщина, я с ней пытаюсь строить отношения, проходит какое-то время, и я понимаю, что она мне уже не интересна, мне интересна другая женщина. Я думаю уже о другой. Вот я ее увидел на работе, к нам пришла новая коллега. Я уже думаю: а почему моя женщина не такая, как она? Вот бы моя была вот такой, как она. Бросаю, говорит, свою, схожусь с этой, проходит какое-то время, я думаю про эту, опять появилась какая-то. Вот почему вот она не моя женщина. О чем это говорит? О том, что он подходит к процессу построения отношений исключительно через сексуальный аспект. И если женщина отвечает взаимностью только через сексуальный аспект, это конец. В таких отношениях мужчина будет ходить налево и будет изменять. Для того, чтобы этого не происходило, кроме сексуальной близости, людей должны объединять ценности. И если эти ценности наполняют отношения, там измен не будет. Третья причина, почему мужчина может пойти налево при наличии у него женщины. Это такая, консервативность женская, нежелание женщины развивать сексуальную сферу жизни. То есть она очень закрыта, она замкнута, и при любых попытках мужчины раскачать ее, это не приводит к результату. И, к сожалению, такие пары очень часто встречаются. Когда у женщины есть определенные проблемы на уровне ее сексуальности, внимания, не на уровне ее сознания, на уровне ее сексуальности. Вот я сейчас даже приведу вам пример. У меня на программе, я такая одна удобная или уникальная, я рассказываю затрагиваю часть телесно-ориентированной психотерапии, где говорю о телесных зажимах, которые напрямую взаимосвязаны с эмоционально-психологическими блоками. И если, например, у женщины присутствует тазовый блок, а при этом она еще является обладательницей такой дефицитарной сексуальности, то она никогда в жизни не найдет себе мужчину, который будет с ней жить и будет ей верным. А знаете почему? Потому что от нее будут все мужики ходить налево. Не потому что они козлы и уроды, а потому что отношения с такой женщиной в какой-то момент становятся страшными, токсичными, приторно неинтересными, и от нее хочется уйти куда-то. Пусть не навсегда, да, он будет есть ваши котлеты, но трахать будет другую женщину. Вот если вы хотите понимать, относитесь ли вы к этой категории женщин, под этим видео есть ссылка. Абсолютно бесплатно. 5-дневный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Из любой точки мира, никуда не нужно ездить. Прослушайте все 5 тем. Я вас уверяю, ваша жизнь поменяется на 180 градусов. Ссылка в описании под этим видео. Переходите по ней после этого ролика и регистрируйтесь. Так вот, возвращаясь к такой семейной паре. Представьте себе женщину, у которой проблемы с сексуальностью, с блоками, с дефицитарной сексуальностью. И вот мужчина с ней пытается выстроить какой-то контакт.
Она не хочет. Не получается. И он и с одной стороны пробует, и с другой стороны пробует, и с пятой, и с десятой. Тоже ничего не получается. И находит себе другую. Начинает ходить. О чем это говорит? Это говорит о том, что отношения – это постоянное развитие, в том числе и сексуальной сферы. И если оба партнера не развиваются в сексуальной сфере, в отношениях друг с другом, ничего хорошего из этого не получится. Отношения будут постепенно увядать и рано или поздно просто закончатся. 4 пункт. И очень часто, нередко, а часто, мужчины используют измену как средство для стабилизации собственной психики. И здесь нужно быть максимально внимательным. Есть категория мужчин, которые не способны выстраивать близкие отношения, зрелые отношения, вот прямым образом. Им для этого необходим какой-то допинг. Например, этим допингом может быть чувство вины. Вот он не может пробудить в себе по отношению к своей женщине ласку, нежность и заботу. И чтобы это сделать, ему нужно провиниться. Ну, как в детстве. Что он делает? Он идет налево, и потом с чувством вины припирается домой, ласковый, нежный, заботливый, дарит цветочки, обнимает, целует. Только это состояние начинает утрачиваться, он опять может налево сходить. Либо обратная ситуация. Мужчина может оказаться в отношениях с женщиной, которая беспричинно ему выносит мозг. Постоянно его пилит, постоянно ему трепет нервы, ругается с ним. Каждый раз, когда он пытается отстоять себя и доказать свою правоту, либо доказать, что он ни в чем не виновен перед этой женщиной, он нарывается на обесценивание, то есть результата никакого. И чтобы не почувствовать себя, так скажем, мягко, беспричинно обвиняемым, он идет налево, изменяет, и с мыслью о том, что он совершил плохое, он уже воспринимает критику как должное. То есть успокаивает свою психику. И таких тонких приемов, тонких игр нашей психики очень много. И когда люди их понимают и осознают, и мужчины, и женщины, становится немного проще жить. Когда не осознают, приводит это все к разочарованиям и к потере отношений. Ну и еще один пункт, который объясняет нам причину мужских измен при наличии женщины. Это не любовь к своей женщине. Он просто не любит ее. Все. И в принципе этим все сказано. Но давайте поговорим сейчас подробнее. Вот смотрите. Мужчина, который любит свою женщину. Мы сейчас говорим про людей, которые умеют разговаривать, правда? Да, есть категория женщин, войдите. Равно как и мужики, тук-тук-тук, войдите, одинаковые. С ними бесполезно говорить. У них свой уровень, свой мир. Там бесполезно вообще пытаться договориться о чем-то. Но мы говорим о зрелых людях. И вот мужчина, который любит свою женщину, он понимает прекрасно, что в отношениях, в сексуальной жизни что-то не так. Он начинает разговаривать с ней, он пытается решить вопрос, он пытается узнать свою женщину, раскрывает себя, говорит о своих потребностях, выслушивает ее потребности. Кроме этого, их объединяют многие состояния, кроме сексуальной близости. То есть это мужчина, который заинтересован в том, чтобы у него в отношениях с женой все было здорово и прекрасно. Если он не заинтересован, если он поднимает лапки кверху и бежит исключительно занимаясь собой, это говорит о том, что мужчина женщину не любит. Вот любить – это что? Это глагол. А любить значит что делать? Значит действовать. И вот задайте себе вопрос, как я действую в отношениях, например, со своим мужчиной, либо со своей женщиной. Вот что значит действовать? Как я могу действовать в развитии сексуальных отношений со своей женой? Или как я могу действовать в сексуальных отношениях со своим мужем? А как я могу действовать в других сферах отношений? И вот когда мы задаем себе вопросы на основании действий, присутствуют ли они, многие семейные пары понимают, что действий никаких нет. Еще очень важный момент, о котором я, конечно же, хотел сказать. Да, мы можем обвинять мужчин, безусловно, в изменах. Мы можем и женщин обвинять в изменах.
И, как мы уже с вами выяснили, причины могут быть разными. И это не все причины, которые существуют. Я еще обязательно буду продолжать данную тему, записывать подобные ролики. Но я хочу сказать о том, что отношения мужчины и женщины – это ответственность двух сторон. Я вам расскажу одну историю. У меня была одна клиентка, которая жаловалась на то, что ее муж постоянно изменяет ей. Но она никуда от него не уходит. И когда мы начинаем с ней работать, и она уходит в терапию, мы выясняем удивительные моменты. Она обнаруживает в его изменах выгоду для себя, вторичную. Какую? Когда он изменяет ей, потом на протяжении месяца-двух это самый лучший муж в мире. Он приходит с цветами, он любит ее, он обнимает ее, он рассказывает о том, что она самая замечательная женщина. Он с ней нежный и ласковый, у них классный секс. Но потом он уходит в очередной запой и трахает все, что движется на протяжении недели, пока его не вытащат из этой бани там, или еще откуда-то. Потом он опять приходит в себя. И она обрела вот эту зависимость от кратковременных отношений. То есть они такими, знаете, прерывистыми отношениями были. 2 месяца все хорошо, потом неделю он там где-то шляется. Потом опять хорошо, потом он шляется. И так годами. Представляете себе? То есть есть категория женщин, которые даже не подозревают, что измена несет в себе для них вторичную выгоду. Не пойти в близкие отношения с мужчиной. Уйти от сексуальности своей, спрятаться. Все то, о чем я вот рассказываю на бесплатной своей программе «Удобно или уникально». Так что переходите по ссылке, регистрируйтесь и узнавайте еще больше о сексе с мужчиной, о верности и об отношениях. Увидимся в ближайшее время. Пока-пока. Что у нас стартует серия бесплатных онлайн-вебинаров «Я такая одна, удобная или уникальная». Сегодня первая тема, самая важная и фундаментальная в жизни женщины. Личные границы. Отношения с абьюзерами. Постоянно притягиваете мужиков, с которыми страдаете. А может быть, сами являетесь агрессивной женщиной. Так вот, для того, чтобы поменять свою жизнь, внести в нее новые какие-то осознанные краски, а не жить мечтами о том, что все поменяется и при этом палец о палец не ударить, пора заканчивать. Нужно перейти по ссылке, зарегистрироваться и в 20:00 по московскому времени ждите меня, и я приду. Зарядимся позитивными эмоциями. Получим вздрючку, если кому надо. Если кому волшебный пендель, тоже обращайтесь. Если кому слова поддержки, тоже говорите. В общем, стол заказов психологических открыт. Всем привет, 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 привет.